Сегодня мы с вами свяжем вот такую змейку. Можно ее оформить по-разному. Можно дополнительно к ней связать шапочку, можно язычок. В мастер-классе я все расскажу. Вязать можно из абсолютно любой пряжи. Вот эта змейка связана из пряжи Annabelle Brilliant. В 50 граммах 90 метров. Вот эти вот змейки связаны из пряжи Yarnard Jeans. То есть можно абсолютно любую выбрать пряжу. Змейки достаточно простые. Я думаю, этот мастер-класс подойдет даже для новичков. Можно такую змейку повешать на елку. Можно использовать как брелок, будь то ключи, будь то сумочка, будь то в машину куда-то повесить. То есть достаточно многофункциональная получается такая игрушка. Можно вот так вот сделать голову с этой стороны, можно с этой. Все это я тоже покажу, как так связать змейку далее в видео. Для вот этой вот пряжи Annabelle Brilliant я использую крючок 2,5. Для пряжи Yarnard Jeans 2. Но вы можете использовать тот инструмент, который вы привыкли и который подходит для вашей плотности вязания. Ну что ж, приступим к вязанию. Берем нить. Кончик нити располагаем на ладошке. Еще раз повторюсь, мастер-класс будет для новичков. Теперь берем ниточку и обкручиваем указательный пальчик. То есть вот делаем один оборот. И далее рабочую нить, то есть ниточку, которая идет от клубочка, это рабочая нить, располагаем на 3 пальчиках. Вот таким вот образом. Затем все подтягиваем и зажимаем кончик нити и рабочую нить большим пальчиком. Вот таким вот образом. Далее берем крючок. И двигаемся по указательному пальчику крючком, заводя его под ниточку. Вот таким вот образом. Далее немножко оттягиваем нить, чтобы было удобно. И перекручиваем крючок. Вот таким вот образом. То есть делаем круг крючком, чтобы у нас ниточка закрутилась немножко. И далее вяжем первую воздушную петлю. Для этого вводим крючок вот таким вот образом под ниточку. То есть вот у нас так было. Теперь крючок под ниточку. Захватываем крючком нить и протягиваем ее через ту петельку, которая образовалась на крючке. Вот таким образом. Подтягиваем вязание. Первая петля у нас уже связана. Нам нужно набрать цепочку из 50 воздушных петель. То есть далее мы все делаем то же самое. Крючок заводим под ниточку, захватываем рабочую ниточку крючком, протягиваем через петельку на крючке. Так мы уже связали 2 воздушные петли. Опять крючок вводим под ниточку и протягиваем эту ниточку через петельку на крючке. 3. Под ниточку захватили и протянули. 4. И так вяжем 50 воздушных петелек. Итак, вот связано 50 воздушных петелек. У нас получилась вот такая цепочка из воздушных петель. Далее будем вязать по этой цепочке. Только не по ее лицевой стороне. То есть вот у нас лицевая сторона, где хорошо видны петельки. Поворачиваем ее. И вот изнаночная сторона, где у нас есть вот такие вот перемычки, да, вот они, перемычки между петелек. Вот под них мы будем вводить крючок и вязать. Ну, я думаю, что хорошо достаточно, да, видно вот эти вот перемычки. В принципе, если вы умеете уже вязать, можете вязать так, как вы привыкли. Обычно мы вяжем просто вот под стеночку воздушной петли. То есть вот у нас цепочка, и во вторую от крючка петельку мы вводим крючок. Но так как нам затем нужно будет все это дело обвязывать, нам проще, чтобы у нас с изнаночной,
с одной и со второй стороны получились красивые петли, чтобы нам проще было выполнять обвязку. Поэтому я советую вязать именно с изнаночной стороны цепочки из воздушных петель под вот эти вот перемычки. То есть, еще раз повторюсь, вот лицевая, где хорошо видны петельки, и вот изнаночная, где у нас располагаются посередине вот такие вот перемычки. Вот они, перемычечки эти. Под них и будем вязать. Итак, приступаем к вязанию второго ряда. Повернули, да, вот лицевая на изнаночную сторону. И вводим крючок вот под первую перемычку. Вот она у нас. То есть еще раз, да, хорошенько покажу. Вот эти перемычки. Под нее вводим крючок и вяжем соединительный столбик. То есть крючком захватываем ниточку, протягиваем через эту перемычку, 2 петельки на крючке и первую петельку протягиваем через вторую. Это соединительный столбик. Далее крючок вводим в последующую перемычку. Вот у нас следующая перемычечка. Так, хорошо вам видно, надеюсь. Вот она. Ввели и связали еще один соединительный столбик. Первую петельку протянули через вторую. Далее будем вязать столбики без накида. Итак, опять вводим крючок под перемычку и вяжем первый столбик. То есть крючком захватываем ниточку, протягиваем через перемычку, 2 петли на крючок. Теперь снова захватываем крючком ниточку и протягиваем через 2 петли на крючке. Это мы связали первый столбик. Далее под следующую перемычку вяжем второй. То есть сейчас нам нужно 5 столбиков связать по одному в каждую из последующих перемычечек. То есть второй столбик связали. Под следующую перемычку вяжем третий столбик. Под следующую четвертый. Ну или перемычку, или воздушные петли, как вам удобнее, как вы вяжете. Так, и под следующую пятый. Итак, получается, мы связали 2 соединительных столбика и 5 столбиков без накида в каждой из последующих воздушных петель, либо под перемычку. Далее нам нужно связать 5 столбиков под одну петлю или под одну перемычку. То есть сделать так называемую пятерную прибавку, ну что-то вроде этого. Это для того, чтобы получился у змейки вот такой вот изгиб. Итак, вводим крючок под перемычку и вяжем столбик. Вводим крючок в эту же перемычку и вяжем второй столбик. В эту же перемычку вводим крючок, вяжем третий столбик. В эту же перемычку четвертый столбик. И сюда же 5 столбик. Вот у нас уже получился изгиб. Далее вяжем 7 столбиков без накида по одному в каждой из последующих воздушных петель, либо под перемычечку. Так, смотрим, чтобы не пропустить ни одной перемычки. Так как мы сделали вот здесь вот прибавку, то у нас перемычка вот эта очень плохо видна, так же как будет воздушная петля, но нельзя пропускать ни одну, иначе у нас не хватит цепочки из воздушных петель, чтобы связать змейку на нужную длину. Вот, нашла первую перемычку, вяжу под нее первый столбик, под следующую второй, под следующую третий, под следующую четвертый, 5, 6, 7. Так мы связали 7 столбиков по одному в каждой из последующих перемычек. Далее нам нужно, чтобы наша змейка повернулась в другую сторону. Поэтому сейчас нам нужно сделать, вернее, это вот так вот будет. Неправильно вам показываю. Вот так вот будет, да? То есть вот сюда сейчас у нас повернулась. Теперь нам надо, чтобы она сюда повернулась, змейка. Поэтому нам надо сделать убавки.
Причем убавки не простые, а тройные. То есть из 3 воздушных петель 1 убавка или из 3 перемычек. И причем сделать 2 убавки подряд. Итак, вяжем следующим образом. Вводим крючок под первую петельку или перемычку. Так. Захватываем крючком ниточку, застаем. 2 петельки на крючке. Вводим крючок под следующую перемычку. Захватываем крючком ниточку, достаем. 3 петельки. Вводим под следующую перемычку крючок, захватываем крючком ниточку. И у нас 4 петельки на крючке. И теперь все эти 4 петельки мы провяжем. То есть захватываем крючком ниточку и провязываем все петельки на крючке. Таким образом мы выполнили сложную тройную убавку. Далее нам нужно сделать вторую точно такую же убавку. То есть вводим крючок под следующую воздушную петлю или перемычку. Захватываем крючком ниточку, достаем. Следующую петельку. Захватываем ниточку, достаем 3 петельки на крючке. Следующую. Под следующую петельку или перемычку вводим крючок. Захватываем крючком ниточку, достаем 4 петли на крючке. Крючком захватываем ниточку и все 4 и протягиваем эту ниточку через все 4 петельки на крючке. Вот таким вот образом. Так мы выполнили 2 сложные убавки из 3 воздушных петель. Далее вяжем 7 столбиков в каждую из последующих воздушных петелек. Ну или перемычек, да. Вот вводим крючочек и вяжем первый столбик, следующую воздушную петлю или под перемычку второй столбик, далее 3, 4, 5, 6 и 7. Теперь нам нужно, чтобы наша змейка повернулась опять-таки в эту сторону, поэтому мы сейчас будем вязать большую прибавку из 5 столбиков. То есть под одну воздушную петлю или перемычку вяжем 5 столбиков. Так, первый столбик, сюда же второй столбик, сюда же 3, сюда же 4 и сюда же 5. Вот у нас опять повернулась змейка. Далее вяжем 7 столбиков по одному в каждую из последующих воздушных петелек или перемычку. Опять-таки внимательно смотрим, чтобы не пропустить ни одной воздушной петли, ни одной перемычки. Так, итак, вяжем первый столбик. Далее второй столбик. Далее 3, 4, 5, 6 и 7. Далее опять поворачиваем змейку нашу в другую сторону. И для этого делаем 2 убавки из 3 воздушных петелек. Итак, вводим крючок в воздушную петлю или под перемычку. Захватываем ниточку, достаем. 1, под следующую 2, под следующую... Так, 3. Итого 4 петельки на крючке. Захватываем крючком ниточку и протягиваем через все 4 петельки на крючке, делая тем самым убавку. Далее делаем то же самое, то есть вторую такую же убавку. 1, 2 и 3. Готово.
Далее провязываем 6 столбиков по одному в каждую из последующих воздушных петелек. То есть раз, ну или перемычек, как я вижу, да, под перемычечки. 2, 3, 4, 5 и 6. Далее, для того, чтобы у нас вязание развернулось и мы пошли вязать по вот этой стороне, последнюю петельку, вот она у нас, или последнюю перемычку, вяжем 3 столбика. Вот я ввела крючок под последнюю петельку и под нее вяжем 3 столбика, то есть делаем как бы тройную прибавку. Раз, два и сюда же 3. И таким образом у нас вязание разворачивается, и теперь мы можем вязать по этой стороне цепочки из воздушных петель. И теперь мы уже приступаем к вязанию головы, потому что хвостик мы связали. Итак, вяжем по вот этой стороне цепочки из воздушных петель. Так как мы вязали под перемычки, теперь у нас здесь очень хорошо видны петельки, и нам очень легко будет под них вязать. Итак, вяжем под, получается, вот эти вот петли по одному столбику. Всего нам надо по этой стороне провязать 7 столбиков. Итак, вводим крючок под петлю, или, как я их называю, основание столбика. Вот, ну, здесь скорее петля, да, оставшейся цепочки из воздушных петель. Вот, под 2 стеночки вводим крючок. Крючком захватываем ниточку, протягиваем через 2 стеночки петли. На крючке 2 петли, захватываем крючком ниточку и довязываем столбик. Вот таким вот образом. Так нам надо провязать 7 столбиков. Под следующую петлю опять-таки вводим крючок, вяжем следующий столбик, 2. Под следующую еще один, 3. Под следующую 4, далее 5, под следующую 6 и под следующую вяжем последний столбик, 7. Готово. Теперь вяжем для поднятия ряда одну воздушную петлю. То есть крючок вводим под ниточку, захватываем крючком нить рабочую и протягиваем через петельку на крючке. Вот таким образом мы связали одну воздушную петлю. Теперь поворачиваем вязание вот таким вот образом. Опа, чтобы у нас ничего не перекрутилось. То есть вот мы довязали ряд, связали одну воздушную петлю и вот таким вот образом поворачиваем вязание. И вяжем теперь по этой стороне. Ну, с изнаночной стороны теперь получается вязание. И нам нужно провязать здесь 8 столбиков без накида. То есть вот вводим крючок, теперь уже точно под основание столбика, да, вот это основание, вот эти вот петельки, это основание столбика. Ну, по крайней мере, я их так называю. Под 2 стеночки ввели крючок, ниточку захватили и связали столбик без накида. И так нам нужно по этой стороне связать 8 столбиков. 3, под следующее основание 4, правильно я считаю вообще? Так, немножко сбилась. Как нам посчитать, если мы сбились? Вот смотрите, можно считать по этим основаниям. То есть 1, 2, 3. Я всего связала 3 столбика. Далее вяжем под следующее основание 4 столбик, под следующее 5, 6, 7, 8. Готово. Вяжем воздушную петлю и разворачиваем вязание. Теперь по этой стороне вяжем 8 столбиков по одному в каждое из последующих оснований. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 и в последнее 8. Снова вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание и снова вяжем 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Готово. Вяжем воздушную петельку и разворачиваем вязание. Теперь, чтобы у нас вот такая была округлая форма головы, нам нужно связать убавки. Будем вязать их в начале и в конце ряда. То есть вяжем убавку. Так, не показала как. Так, вводим крючок под основание, под все. Захватываем крючком ниточку, достаем. Ну, все то же самое, что мы делали до этого. Далее, в следующее основание опять вводим крючок. Захватываем крючком ниточку. Ниточку протягиваем. 3 петли на крючке. Крючком захватываем ниточку и протягиваем через все 3 петельки на крючке. Это я вам показываю простые убавки. Вот. То есть мы из 2 столбиков сделали 1. Далее вяжем 4 столбика по одному в каждой из последующих оснований. 1, 2, 3 и под следующие 4. У нас осталось 2 основания, и под них мы свяжем опять-таки убавку. То есть крючок заводим в основание в одно, захватываем крючком ниточку, доставим 2 петельки на крючке, и в последнее основание вводим крючок, крючком захватываем ниточку, достаем 3 петли на крючке, захватываем крючком ниточку и протягиваем через все 3 петельки на крючке. Далее вяжем одну воздушную петлю, разворачиваем вязание. И снова будем вязать в начале и в конце ряда убавки. То есть под основание ввели крючок, достали ниточку, под следующее основание ввели крючок, достали ниточку, 3 петельки на крючке, довязали убавку. Далее вяжем 2 столбика по одному в каждое из последующих оснований. 1, 2. И снова вяжем убавку из последних 2 столбиков оснований. То есть вот под основание ввели крючок, ниточку захватили, под следующее и довязали убавку. Воздушная петля для поднятия ряда и разворачиваем вязание. И здесь свяжем 2 убавки. То есть вводим крючок в первое основание, во второе и довязываем убавку. Затем вводим крючок в следующее основание, захватываем крючком ниточку, в следующее основание, 3 петельки на крючке и довязываем убавку. Вот таким вот образом. В принципе, уже первую часть змейки мы связали, но у меня уже это вторая, потому что первую часть я связала заранее. Вот. То есть вяжем 2 таких одинаковые детали. На первой детали мы ниточку обрезаем, а на второй оставляем, потому что будем этой ниточкой соединять обе детальки вместе. Теперь начнем соединять обе детальки вместе. Но здесь важна особенность. Если мы пойдем соединять, то есть вот у нас одна часть довязана, да, допустим, слаживаем их вот так. В принципе, без разницы, какой вы стороной их сложите. Вот так вот слаживаем, да, и пойдем вот сюда вот обвязывать. Таким образом у нас получится змейка с головой вот сюда вот, в эту сторону. Можно сделать змейку
с головой в другую сторону, да, то есть вот в одну, вот во вторую. Если вы хотите змейку, смотрящую в другую сторону, просто разворачиваем вязание и идем обвязку делать вот здесь вот. То есть у нас будет вся та же обвязка, только в обратную сторону. Ну, это только по голове, в принципе. Так, но я буду обвязывать вот как и здесь на вот эту вот сторону. То есть вот беру две детальки, вот так их слаживаю. Глядите, главное, чтобы вы вот так вот не сложили, да, когда у вас пойдет все неправильно. Надо слаживать так, чтобы у вас совпадали вот эти вот изгибы. Вот. Так, крючок вводим в петельку, которая осталась у нас от вязания. Так, и сама на эту сторону уже переворачиваю и вяжу. Сейчас, секунду. Все, вяжем на эту сторону. Так, все ниточки, которые у нас остались от вязания, мы их просто вовнутрь запихнем, и все, их не будет нигде видно, чтобы их не заправлять, не делать лишнюю работу. Итак, как же мы соединяем две детальки или обвязываем их? То есть вот связана последняя петля. Далее вводим крючок, ну вот чуть подальше. Неважно, в принципе, куда, просто чуть-чуть подальше, чтобы не стянуть обвязку. На одной детальке под какие-то полупетли, стеночки петель, неважно. То есть вот ввели крючок на одной детали. Ниточки все убрали, чтобы они вам не мешали, чтобы здесь все было вам понятно, куда далее вводить крючок. Далее, вот у нас закончено вязание. Так, и значит вот сюда, вот на второй детальке мы вводим крючок, чтобы у нас все было одинаково. То есть на то же расстояние, да. Ввели крючок. Захватили крючком ниточку и протянули, получается, через две детальки. Вот таким образом. И вяжем обычный столбик без накида. То есть обвязку будем делать столбиками без накида. Далее, немножко дальше отступаем. Вводим крючок в одну детальку и во вторую. Желательно далеко не заводить от детальки, не в середину детальки, а по краешку, да. Захватываем крючком ниточку, 2 петли на крючке, довязываем столбик без накида. Вот таким вот образом. Так, мы уже связали 2 столбика. Далее 3 столбика, 3 столбик. Далее 4 столбик. Так. Далее 5. В принципе, не имеет значения, сколько у вас получится здесь столбиков обвязки. У вас может быть другое количество столбиков. Меньше, конечно, лучше не стоит делать, потому что иначе у вас стянется игрушка. Можно сделать больше. Неважно. У меня здесь получится, наверное, 6 столбиков, да? Это 6-й. Дальше мы уже переходим вот к убавочным, да, где у нас здесь убавки были, то есть к хвостовой части. Здесь нам будет проще вязать, потому что у нас здесь петельки. Значит, крючок вводим под основание, да, или под петельку, под 2 стеночки на одной части змейки. И то же самое делаем на второй части змейки. Вот таким вот образом. Вот. Смотрите, чтобы все у вас совпадало. То есть здесь у вас, да, вот такая вот изгиб. И здесь. То есть все у нас 2 детальки, видите, совпадают. Так. Столбик. 1. Далее вяжем второй столбик.
И теперь мы подошли к месту изгиба. Здесь, чтобы у нас так и получился изгиб, да, нам нужно провязать прибавки именно на месте изгиба. Здесь у нас получается выпуклый изгиб, поэтому мы здесь вяжем прибавки. Где у нас такой вогнутый изгиб, там мы будем делать убавку. Так, итак, значит, делаем 2 прибавки подряд. То есть вот дошли до изгиба и делаем сначала одну прибавку, то есть крючок вводим под 2 основания, то есть под одно основание на одной части и под второе основание на второй части змейки. Вяжем первый столбик и под эти же основания снова вводим крючок и вяжем второй столбик, то есть связали прибавку. Далее под следующее основание на одной и на второй части вводим крючок, вот таким вот образом, и снова вяжем под эти основания прибавку. То есть мы связали, получается, 2 прибавки подряд. Далее вяжем просто столбики, соединяя обе части. Так, наверное, на этой пряжи все-таки немножко плохо видно. Ну, хотя видно, да? То есть вот под одно основание ввели крючок и под второе основание ввели крючок. Крючком захватили ниточку и вяжем столбик. Далее под следующее основание заводим крючок. То есть это мы первый столбик после прибавок связали. Так. Далее. Так. 2 части. Так. Соединяем. Второй столбик. Далее. Под основание с одной части и со второй вводим крючок. Третий столбик. Далее вводим крючок под следующее основание. Так. И на этой части под следующее. Смотрите внимательно, чтобы не пропускать ни одно основание ни на одной части. Так. Далее. Так. Смотрите, чтобы тоже крючок вошел под именно основание, под 2 стенки. Не под переднюю одну стеночку, а под обе стеночки. Одна часть и вторая часть. Вот. На камеру это делать не очень удобно, да, а вам будет намного проще это делать. Поэтому не смотрите, что у меня такая медленная скорость. Итак, уже 5 столбиков после прибавок связано. Следующее основание вводим крючок. На этой части и на этой. 6. Под следующее основание вводим крючок. На одной и на второй детальке и вяжем 7 столбик. Итак, повторюсь, если у вас будет другое количество, неважно, но по идее должно быть такое же, потому что вяжем по цепочке из воздушных петель. Вот, мы дошли до вогнутой части. То есть, вот сейчас приближу. Вот у нас середина вогнутой части, да, у нас тут основание. И остается одно основание до середины и, ну, после основания, естественно, что после середины тоже, ну, какие-то основания, какие-то петли у нас остались. То есть до середины у нас осталось одно основание. Так, вот. То есть вот середина, да, так. И сейчас мы вяжем тройную убавку, то есть убавку из 3 петель. То есть вводим крючок под основание столбика, под одно. Так, с этой детали и на этой детали. Захватываем крючком ниточку, вытаскиваем 2 петли на крючке. Вводим крючок под следующее основание.
то есть который у нас располагается посередине, получается, детальки. Так, внимательно смотрите, чтобы не пропустить. Мне приходится останавливаться, чтобы не пропустить основание. Так, захватили ниточку, достали. 3 петли на крючке. Крючок вводим в следующее основание. И в следующее основание. На второй детали. Захватываем крючком ниточку, достаем. 4 петли на крючке. Крючком захватываем ниточку, протягиваем через все 4 петли на крючке. То есть делаем так называемую тройную убавку. Далее до следующего изгиба вяжем просто столбики, соединяя обе части. Так, раз. Под следующее основание 2, под следующее основание 3, под следующее основание на одной части и на второй 4, далее 5, далее под следующее основание 6 и под следующее основание 7. Далее мы опять-таки доходим до изгиба змейки. И здесь у нас выпуклая часть. Таким образом вяжем прибавки. То есть чередуем, да, на изгибах прибавки с убавками. И здесь опять-таки вяжем 2 убавки подряд. То есть вводим крючок в одно основание и во второе, на второй детали. Вяжем прибавку. То есть 2 столбика под одно основание. Под следующее основание снова вяжем прибавку, то есть 2 столбика. Вот таким образом. Далее вяжем просто столбики, соединяя обе части. Так, итак, под следующее основание на одной и на второй детальке вводим крючок, достаем ниточку, провязываем первый столбик. Под следующее основание вводим крючок, вяжем второй столбик. Под следующее 3, 4, 5, 6, далее 7, под следующее основание 8 и под следующее основание довязываем 9 столбик. Таким образом мы доходим опять-таки до изгиба. У нас опять-таки получается вогнутый изгиб и снова серединная петля и 1 петля до серединной петли. Здесь мы снова вяжем тройную убавку. То есть крючок вводим под следующее основание с одной части змейки и с другой. Вот таким образом. Крючком захватываем ниточку, достаю. Далее вводим в серединку крючок с одной части и со второй. Так. 3 петли на крючке и под следующее основание вводим крючок с одной части и с другой части змейки. Захватываем крючком ниточку, протягиваем 4 петельки на крючке, провязываем их все вместе. Так, у нас остается такой совсем уже небольшой хвостик для обвязки, но нам еще обвязывать по второй стороне.
Далее вяжем просто столбики, вводя крючок под основание на одной детальке и на другой. Вяжем такие столбики по одному в каждой из последующих оснований. Столбики, обвязку делаем столбиками без накида, еще раз повторюсь. Так, следующее основание, второй столбик. Далее третий. Далее четвертый. Далее пятый. И шестой. Далее, для того, чтобы получить вот такой заостренный кончик, вяжем цепочку из 3 воздушных петель. То есть набираем 3 воздушные петельки. Захватываем крючком ниточку. 1 петелька, 2 петелька, 3 петелька. Затем возвращаемся по этой цепочке и вяжем 2 соединительных столбика. Ну, хотите под стенки воздушной петли, хотите под перемычки. Здесь уже не имеет особого значения. Первый соединительный столбик. То есть крючком захватываем ниточку и протягиваем эту ниточку через петлю на крючке. Соединительный столбик. 2 соединительных столбика. Далее продолжаем вязать по вот этой вот стороне змейки. То есть одну мы сторону соединили. Вот что у нас получилось. Вот. Сейчас будем соединять вторую часть. То есть по этой обвязка сделана, теперь по этой части обвязываем. Так. Вводим крючок опять-таки под основание. Еще раз повторюсь, так как мы вязали за перемычки, у нас с обоих сторон вот такие вот красивые петельки или основания столбиков. Вводим крючок под основание с одной и со второй стороны, захватываем крючком ниточку и вяжем столбики обвязки. Еще раз повторюсь, обвязка у нас выполняется столбиками без накида. Так, первый столбик по этой стороне. Далее, под следующее основание вводим крючок, второй столбик. Под следующее третий, четвертый. Ну, здесь уже намного проще обвязывать, потому что здесь уже были у нас столбики. Пятый, шестой, седьмой, восьмой, так, вот мы дошли до изгиба. Здесь мы вяжем прибавки, то есть вяжем 2 прибавки. То есть под первое основание вяжем 1 столбик. Ай, заговорилась. Под это же основание второй, то есть это одна прибавка связана. Под следующее основание опять вяжем 2 столбика, то есть делаем прибавку. Далее опять соединяем змейку и вяжем просто столбики. То есть раз, под следующее основание с одной и со второй стороны 2, под следующее основание 3, под следующий 4, далее 5, 6, 7, 8, 9. Чуть не проскакала мимо убавки. Вот у нас опять-таки серединные петельки. С этой стороны еще лучше их видно. Вот она, серединная. И вот от нее оставляем одну недовязанной. И из вот этих вот раз, 2 серединные и следующие 3 вяжем убавку. То есть ввели крючок под основание с 2 частей змейки. Одну достали петлю. Под следующее основание 2 петля. Под следующее основание достали 3, 4 петли на крючке и
вяжем убавочку. Вот таким образом. Дальше снова просто столбики по одному в каждое из последующих оснований, соединяя обе части змейки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Так, под следующее основание 7. И мы снова доходим вот до изгиба и делаем 2 прибавки. Здесь у нас были убавки, здесь у нас прибавки. То есть 2 прибавки. Следующее основание вяжем прибавку, то есть 2 столбика. Так, и в следующее вяжем прибавку. 2 столбика. Раз столбик. И в это же, под эти же основания, второй столбик. Далее вяжем просто столбики. Раз, без накида. Следующее основание 2. Следующее основание 3. Следующее 4. Следующее 5. Следующее 6. Следующие 7. Следующие 8. Следующие 9. Снова дошли до места, где у нас изгиб, и нам нужно здесь сделать убавку. Так, раз. Под следующее основание доставим вторую петельку. И под последнее основание доставим третью петельку. Итого 4 петли на крючке, вяжем убавку. Готово. Нам осталось только обвязать голову. Но здесь мы все ниточки спрячем вовнутрь. В принципе, можно их чуть покороче отрезать, чтобы они так сильно не мешались. Только не обрежьте рабочую ниточку. И теперь обвязываем по этой части головы. По одному столбику в каждое из последующих оснований. Раз. Только аккуратно вот здесь вот на углу нужно будет сделать прибавку. Так, раз. Под следующее основание 2. Следующие 3. Следующие 4. Под следующее 5. И сейчас вот мы дошли до угла. Чтобы у нас красиво развернулось вязание и не стянулось, под следующее основание свяжем тройную прибавку, то есть 3 столбика под одно основание. Вводим крючок под основание на одной детали и под основание на другой детали, под обе стеночки. Вяжем первый столбик, сюда же вводим крючок, вяжем второй столбик. И сюда же вводим крючок и вяжем третий столбик. Ну, теперь осталось только обвязать эту сторону головы. Стараемся, чтобы количество столбиков по вот этой части и вот этой совпадало. То есть до вот этих 2 петель. 6 столбиков у нас здесь было. Но если плюс-минус там 1 будет, это будет не так страшно. Так, раз. Главное, чтобы у вас не было такого, что здесь 6, а здесь, допустим, 10. Раз. 2. Далее 3. Далее 4. То есть делаем точно так же обвязку, как вот с этой стороны головы. Под стеночки петель заводим крючок и вяжем столбики. 5.
5, 6. Ну, вот у меня получилось 7 здесь. Ну, это не очень страшно. Одно основание плюс. И осталось 2 столбика вот здесь, что у нас оставались по голове, когда мы закончили вязание именно самой детали. Заводим сюда крючочек и довязываем, досоединяя обе детальки. Вот таким образом. Итак, мы с вами соединили полностью с вами змейку. Вот такая у нас красота получилась. Можно еще ее отпарить. То есть, если вы вяжете из вот такой пряжи, как у меня, или из Christmas, например, пряжа, она тоже такая с блесточками, ворсистая, то отпаривать лучше через тряпочку. Если вы вяжете через просто ярнард джинсом, то можно просто отпарить утюжком, чтобы она более разровнялась. Вот. Если вы вяжете шапочку, то сейчас можно отрезать ниточку по длине. Я тоже буду вязать шапочку. Если шапочку вязать не будете, то есть, например, как в этой змейке, то набирайте цепочку из 25 воздушных петель, цепочку связали и затем ее соединили в тот же столбик, из которого у вас, в то же основание, вернее, из которого у вас выходит петелька. Вот таким вот образом. И все. И ниточку отрезаете по длине и заправляете. Так как я не буду, конечно же, вязать шапочку, все заговаривать, то я отрежу достаточно длинную нить, чтобы этой нитью пришить шапочку к голове и сделать вот такую вот сверху петельку. Поэтому такая достаточно длинненькая ниточка нам нужна. Вот, я думаю, хватит. И теперь вот эту оставшуюся петельку я закреплю. То есть вот мы довязали последний столбик, у нас осталась последняя петля. Теперь делаем воздушную петельку, то есть захватываем крючком ниточку, протягиваем через петельку на крючке и полностью вытаскиваем ниточку. И подтягиваем узелок. Вот таким образом.